Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Zoom. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Репутация – наше все. Стоит один раз оступиться или просто кому-то не понравится, и все. За нами закрепляется образ изгоя. Помимо этих заморочек в наших головах, мы экстраполируем их на весь окружающий нас мир. Например, помните, я рассказывала про шакала, как к нему все относятся плохо, а этот зверь просто эволюционировал и приспособился к тем условиям, которые ему предлагает природа. Но хватит философии, встречайте, наряду с бегающей кукушкой, о которой у нас тоже есть ролик, героя американских мультфильмов койота или лугового волка, хищное млекопитающее семейства псовых. Название койота, кстати, происходит от ацтекского и означает «собака лающая». Койоты проживают практически на всей территории Северной Америки, от Панамы до Аляски. Раньше койоты занимали меньший ареал, но вырубка лесов и уничтожение конкурентов, таких как обыкновенные и красные волки, привело к их обширному распространению. По размерам койот заметно уступает обыкновенному волку. Длина тела 75-100 см, хвоста около 30, высота в холке 50 см, масса от 8 до 50 кг. Для сравнения, вес взрослого волка обычно составляет 60. Как и у других диких собак, у койота стоячие уши и длинный пушистый хвост. Мех длиннее, чем у волка. Форма мордочки более вытянутая и острая, чем у волка, и напоминает лисью. Всего в природе насчитывается 19 видов койота. Койотам не особо нравятся леса. Они предпочитают прерии и равнины. На охоту выходят в сумерки. Их жертвами становятся зайцы, кролики, небольшие грызуны, фазаны, опоссумы, насекомые и другие животные. Также койоты ловят лягушек и рыб, ибо они умелые пловцы. Кстати, недавно у нас был ролик о канадских выдрах. Так вот, койоты частенько пользуются услугами этих суперныряльщиков, отбирая у них улов. Кстати, известны даже 2 смертельных случая нападения этих недоволков на человека. По историческим меркам это достаточно скромная цифра, но вот небольшие собаки и кошки становятся добычей койотов регулярно. Койоты довольно часто нападают на оставленных без присмотра домашних животных. Голодный койот-одиночка может легко убить и съесть кошку или маленькую собаку, разорить курятник или даже загрызть овцу. По некоторым оценкам, в США примерно 60% убитых хищниками овец – это жертвы койотов. В окрестностях крупных городов домашние кошки могут составлять до 10% диеты койота. Сейчас мне жалко американских кошек. Несмотря на преобладание в рационе койотов животной пищи, они не брезгуют и падалью, а также ягодами и орехами. Их даже можно встретить роющимися на свалках и мусорках. Охотятся койоты поодиночке, очень редко парами, и только на крупную дичь типа оленей. Разделение ролей в охотящейся стае такое же, как у волков. Загонщики выводят дичь на засаду или гонят ее по очереди. Иногда койот охотится совместно с американским барсуком, который разрывает вход в нору и выгоняет ее обитателя прямо на койота. Вот такой симбиоз койота и американского барсука. Ролик про последнего смотрите в плейлисте «Животные Америки». Койот самый спортивный из всех диких собак. Догнать койота могут только борзые. Он способен совершать прыжки в 2-4 метра длиной и бежать со скоростью 40-50 км в час, а на коротких дистанциях развивать скорость до 65 км в час. Также койоты могут перемещаться на большие расстояния. Охотясь в среднем за ночь, они проходят около 4 км. А еще у койота наиболее развитые среди всех псовых органы чувств. Они видят на расстоянии до 200 метров одинаково хорошо и днем, и ночью. Но и это еще не все. Койот самый голосистый среди североамериканских млекопитающих. Его громкий вой составляет неотъемлемую особенность американских прерий. Каждый койот, пара или семейная группа владеют собственной территорией, центром которой является логово или нора. Члены стаи регулярно метят границы своего участка.
самка. Койоты моногамны и образуют пары на многие годы. Основной социальной единицей у койотов является пара из самца и самки, хотя часто встречаются животные-одиночки и небольшие стаи. Такие стаи образуются там, где койотов много, а пища обильна. В них обычно по 5-6 особей, родители и молодняк с предыдущего года. Интересно то, что стаи появляются у койотов и тогда, когда снижается численность мелких грызунов, и койоты вынуждены объединяться для охоты на крупных животных. А еще койоты вполне добродушны и редко конфликтуют всерьез. Даже вторжение чужаков на участок стаи обычно не приводит к схватке. Период койотской любви начинается в январе или феврале, а спустя 2 месяца на свет появляются 19 щенков. В воспитании потомства участвуют оба родителя. Первое время детеныши находятся с матерью в логове, пока отец добывает добычу. Спустя полгода молодые койоты становятся самостоятельными и покидают стаю, хотя самки нередко остаются в неволе. Койоты могут доживать до 18 лет, тогда как в дикой природе их жизненный цикл длится не более 10 лет. Основные враги койотов в Америке, кто бы вы думали? Правильно, пума и волк. Волк на открытой местности практически не опасен для койота, потому что койот гораздо быстрее бегает и всегда может убежать. Чего не скажешь о пуме. Пуму койоту все-таки стоит бояться. Кстати, койот терпеть не может рыжую лису, своего пищевого конкурента, из-за чего постоянно с ней ссорится. Койот прекрасно приспосабливается к изменяющейся среде обитания. Это один из немногих видов животных, способных выживать практически в любой ситуации, даже в урбанизированных районах, заселенных голыми обезьянами. При этом койот далеко не бесполезен для американской экосистемы. Он уничтожает вредных грызунов и зайцеобразных. В мифах североамериканских индейцев койот фигурирует как божество, трикстер, хитрое, смекливое и проказливое. Но в ряде мифологий он также выявляет и иные мифологические роли. Так, например, в мифологии Наваха койот, оставаясь трикстером, по совместительству является божеством охоты, войны и любви, а также изобретателем колдовства. У ряда коренных племен Северной Америки койот считается священным тотемным животным, охота на которое строго запрещена по религиозным соображениям. А как вы думаете, почему у койота сложилась такая плохая репутация? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!